Приветствую гостей и подписчиков канала. Сегодня я вам покажу, как сплести вот такой вот гамак. Этот гамак для улицы. Использована веревка 8 мм толщиной. Так, сейчас я вам покажу основные узлы. Сейчас покажу квадратный узел. Это узел, который плетется петля верхняя. Называется квадратный узел. Делается из двух переплетений. Вот левая веревка вот так вот накидывается сверху вот на эти две средние. Квадратный узел делается на 4 рабочих нитках. Две в середине и 2 по краям. Вот левую накидываем. Вот правую вот сверху вот на эту веревочку. Потом под 2 средних и вот здесь вот вытаскивается. Затягиваем. Это первая часть квадратного узла. Сейчас будет вторая часть квадратного узла. Берем левую, просовываем теперь уже за 2 средних, а вот правую рабочую нить вот так вот. Она должна оказаться под вот этой веревочкой и перекидывается через 2 средних. И вставляется уже вот с этой стороны, с внешней стороны. И затягивается. Вот, один квадратный узел. Считается вот по этим вот перепялинкам количество узлов. Сколько получается. Сейчас еще раз покажу. Из таких узлов можно делать сетку, а можно делать веревочки плести. Опять сверху сначала накидываю на средние, потом правую вот так накидываю, под эти вот просовываем и вот так. Это первая часть квадратного узла. Теперь вот эту левую под, вернее, за средние заводим и накладываем вот на правую. Так вот. Я вам показываю на подушках, чтобы удобнее было смотреть. Это я делаю на весу, когда плету подвесные кресла и гамаки. Так, вот мы ее положили. Теперь беру правую, накидываю вот на эти и вот просовываю вот в эту петельку. И затягиваю. Вот видите, 2 перепялинки получилось. Это значит 2 квадратных узла получилось. Таким образом, если мы будем продолжать плести, у нас получится веревочка. Так, вот видите, получаются узлы достаточно большие по величине, потому что веревки толстые, 8 мм, вот эти веревки. Поэтому гамак я буду сам плести не на 4 рабочих нитках узлы делать, а на 2, чтобы он маленько не таким массивным смотрелся и веса лишнего не придавался. Поэтому сейчас я вам покажу узел какими. Так, вот этими квадратными узлами я делала петлю. Я прям говорю эти узлы, где они использовались. Так, теперь
я вам покажу узлы, которыми я плела стропы на этом изделии. Вот смотрите, там у меня делается на 2 узлах, на 2 рабочих нитках. Берем 2 рабочие нитки, накидываем левую накидываем на правую, вот так заводим и просовываем и затягиваем. Вот на ту, на которую накидывали, придерживаем. Вот так получился такой захлёст. Теперь эту рабочую уже будет вот эта нитка. Теперь берем правую, накидываем на левую и просовываем. Получилось вот так. Теперь опять левую на правую. Теперь правую на левую. Вот так вот, меняя рабочие нити, у нас вот получается вот такая вот веревочка. Так вот. Одной рукой придерживаем, другой рукой натягиваем. Вот этим узлом я плела стропы вот такой веревочкой. Так, сейчас я вам покажу основной узел основания, как я плела основание. Основание, узла основания я тоже делала на 2 рабочих нитках. То есть 2 убираю лишние, вот так я сделала, чтобы вам видно было. Так, смотрите, берем, узел немножко сложноват. Его главное попробовать сначала надо сделать просто не на изделии, а на вот как я на отдельных веревочках. Вот смотрите. Берем, вот эти вообще беру, их не надо. Берем левую, вот такой петлей я загибаю. Давайте я вот так вот сделаю, чтобы вам руками не загораживать. Вот. Правую беру, Нет, тут убрать все-таки не получится у меня так с иголочками. Так. Правую. Эту придерживаем, как она вот есть. Правую наложила, подсунула. Смотрите теперь внимательнее. Вот эту вот сюда вытаскиваю. А потом еще просовываю вот сюда. Вот такое сплетение получается. Видите, получается непонятная путанка. Сейчас этот узел надо расправить, чтобы он принял. Кстати, из этого сплетения получается несколько узлов. Как расправить, так получится узел, такой получится узел. Теперь смотрите, беру начало вот этих веревок, которые идут отсюда, вот так вот, видите, пальчиком придерживаю. Вот этот вот край вот так, а вот этот вот так. Видите, в принципе, можно и в таком виде оставлять узел. Он уже красиво смотрится. Я маленько делаю по-другому. Я вот беру еще теперь, что вот левая получилась веревочка, я ее узел придерживаю правой, а левую вот так вот поддергиваю. И он выворачивается, этот узел. Я его вот так вот еще вот подтягиваю. Почему я так делаю? Этот узел я придумывала, когда я детский игровой комплекс плела. Там надо было что-то... Эти веревки вот толстые, они не очень хорошо держат форму узлы сами по себе. Поэтому надо было придумать такой узел, чтобы он хорошо затягивался. И видите, никуда не гуляют веревки вот при таком сплетении. Этот узел оказался очень ценным, мне он понравился. Сейчас я уже его привыкла делать. У меня уже руки быстро делают его. Вот смотрите, опять петлю левой делаю, просовываю. Вот просто пальчиками вот так вот его. Джик. Быстро. Потом формируем узелок. Он не сложный на самом деле. Его смотреть только сложно. Кажется, что он такой прям очень сложный. На самом
пределе нет. Опять 2 рабочих нитки, левую петлю, а это вот таким вот образом рассовываю. У меня уже этот узел получается быстро. Видите, он на обратной стороне вот такой вот, а здесь вот красивый. Так вот. Можно вот оставить вот в таком виде, он тоже будет красиво смотреться. И в принципе тоже никуда не денется эти веревочки. Вот в таком виде тоже можно оставлять. Не выворачивать, как я вам сейчас показывала. Вот такие вот узлы. Так, начинаю работу с плетения строп. Для этого я отрезаю 4 веревки по 7 метров. Каждую веревочку складываю пополам и за центр навешиваю. Было 4 веревочки, сложила пополам, будет 8 рабочих ниток. Беру еще 2 веревочки, ну, метра по 2, 1,5-2 метра. Они у меня обрезки от какого-то изделия. Я их посерединке вот таким узелочком просто связала, чтобы центр не потерять. И плету квадратные узлы, как я вам показывала. Только внутри получаются вот эти 4 рабочие веревки, которые мы складывали пополам. Здесь пока ускорять видео не буду, потому что по петле и стропам обычно много вопросов. Кто не умеет вообще плести, сначала потренируйтесь просто узлы, как я вам вначале показывала. А кто умеет плести, и так знают. Переворачиваю на другую сторону. И на этой стороне также надо сплести, ну, я не знаю, 4 узла у меня, наверное, там получилось. 4 с одной стороны, 4 с другой. 8 петель, 8 узлов. Это чтобы центр не потерять веревок рабочих. Веревки толстые. Можно перчатки надеть, чтобы руки не поранить. Узлы затягивать надо как можно туже. Беру дополнительную веревочку. Ее можно, если вы будете отрезать от общего мотка, ну где-то метр, возможно. Этот узел я уже тоже неоднократно показывала, как его делать. Его лучше делать отдельной веревочкой, чтобы лучше затягивался. Наматываем как можно плотнее. И затягиваем. Завязываем узелочек, чтобы дополнительно зафиксировать.
Теперь в общем пучке у нас получились 8 длинных веревок по 3,5 метра и какое-то количество обрезанных веревочек, не сильно длинных, которые были от оплетки и от обмотки. Теперь задача взять в левую руку, найти 2 веревки длинных по 3,5 метра и внутрь строп, у нас 4 стропы будет, то есть внутрь 4 строп распределить коротенькие веревочки. Вот на первой стропе, как я здесь плету, здесь не очень хорошо видно, как я это делаю. На второй стропе будет там лучше видно. Там просто надо внутрь вставить, 1-2 короткие веревочки, чтобы они у нас внутрь строп ушли. И дополнительно зафиксировались. И просто, чтобы красиво было изделие, без лишних обрезанных веревок. Краешки опаливаем коротких веревочек. Их, в принципе, можно на одной длине обрезать на одной длине и опалить. Все полностью стропу проплетать сразу не надо. На первой вот этой стадии главное распределить на 4 стропы весь этот пучок веревок. Так, вот смотрите сейчас внимательно. Сейчас на второй стропе будет видно, как я делаю, как я убираю внутрь столба вот эти короткие веревки. Так, нашла 2 рабочие нитки. И 2 короткие возьму. Посмотрите за руками. Сначала в одну руку вкладываю, левой оплетаю общие вот эти веревочки вместе с обрезанными. Так, затянул узелочек. Теперь перехватываю в левую руку вот эти веревочки. И уже правой веревочкой буду обматывать петлю. Второй узелок. Опять в правую руку перехватываю. Не перепутать, рабочие веревочки не потерять. Таким образом я сделаю 4 стропы, распределив. Видите, неправильно сделала, забыла перехватить.
Так, ребят, перемотку я буду использовать там, где движение повторяющееся, то, что я вам уже показывала, чтобы видео не растягивать на 3 часа, вернее на 3 дня. Так, стропы я сделала предварительно. Теперь я буду заниматься обручем. Обратите внимание, обруч у меня еще не обмотан. Обмотка обруча будет у меня в самом конце. Последнее действие по плетению этого видео, этого кресла. Навешиваю 8 веревок, сложенных пополам. Отрезаю по 8 метров. Вернее, прошу прощения, по 7 метров. 7-метровые веревки складываю пополам и навешиваю. Навешивать я буду 8 веревок, сложенных пополам. Итого у меня будет 16 рабочих ниток. Расстояние между веревками можете делать любое. Чем мельче сетка вам нужна, тем ближе их придвигать. Вот я повесила от центра 4 веревки в одну сторону и 4 веревки в другую сторону. Вешать надо равномерно. Сейчас я делаю первый ряд. Видите, здесь я уже веревки делаю, узлы плету на весу, не на подушке. Поэтому я говорю, сначала надо узлы потренироваться сделать просто на 2 веревочках каких-нибудь. Из таких веревок тяжеловато плести, но они того стоят. Вот такие изделия, они лучше смотрятся, даже не то, что смотрятся, а именно лучше переносят погодные, атмосферные какие-то явления в виде дождя, снега. Поэтому, вот в отличие от полиэфирного шнура, из которых я плету вот на 2 обручах кресла, вот такие вот веревки, они вот именно лучше для улицы, для сада, для дачи, но на улице подвешивать. У них нагрузка разрывная, результат испытаний от производителя 700 килограмм вот у этих веревок. Так, вот обратите внимание, я первый ряд делаю не на всех веревках, которые навешала на этот обруч. На 6 веревках на 6 веревках только пока первый ряд делаю. Вот эти крайние веревочки пока отодвигаю. И вот эти вот крайние 2, которые у нас в первом ряду не использованы, наматываю на обруч. Вот такими вот одинаковыми намотками, витками. 2 витков достаточно. Сверху на обруч накладываю и просовываю с обратной стороны. И это также.
Второй ряд плету тоже на этих же веревках. Так, на узлах на этих я больше останавливаться не буду, поэтому ускоренное видео. Так, вот сейчас третий ряд буду делать. Первый, второй ряд, сейчас третий ряд. Беру, придвигаю вот эти вот крайние веревочки. В этом ряду я их уже буду использовать. На этой стадии еще идет расширение плетения в начале. Вот если его проще разделить на 3 части, приблизительно, вот визуально, получается первая часть расширение, средняя часть просто там повторяющиеся движения, и третья часть, нижняя часть, будет убавление рядов. Так, четвертый ряд почти готов.
Так, теперь я буду плести среднюю часть обруча. Расширение у меня уже закончилось. Все веревочки задействованы в плетении. То, что я повесила на обруч. Теперь плету среднюю часть обруча. Один ряд, получается, все веревочки задействованы. Следующий ряд будет уже две крайние веревочки будут наматываться на обруч, чтобы сетку натягивать. Вот обратите внимание, сразу крайнюю веревочку наматывать на обруч не надо. Сначала надо проплести ряд, чтобы лучше было натяжение. Вот смотрите, ряд я проплела. А сейчас я буду натягивать крайние веревки. Лучше сначала сделать 2 витка сразу. И вот такими вот движениями натягивать. Натягивается вот этот ряд уже, который я пальцем показала. На этой стороне тоже сейчас буду так же делать. Вот этот ряд буду натягивать. Когда к боковым уже на стадии, когда к боковым прикрепляются вот эти вот веревки в средней части обруча, здесь ориентируемся по рядам натяжения, которые идут от первого ряда, от самого верха. При этом нижний ряд плетения самого, будет тоже растягиваться постепенно. Чем сильнее будет сетка натягиваться с каждым рядом, тем сильнее будет растягиваться вот этот вот ряд плетения. Сейчас пока он еще не растянут. Дальше я плету, просто ряд проплетаю. Опять.
Видите, опять крайние веревки я оставил пока. Я просто сначала проплетаю ряд. Так, вот видите, теперь буду опять натягивать. Вот этот ряд я сейчас натягиваю, по нему ориентируюсь. Силу натяжения. Вот этот ряд с этой стороны получается.
Обратите внимание, когда уже узелки, вот крайние узелки, близко подходят к самому обручу, и тем самым они уже мешают натягивать сетку, все, эта веревка, вот, которую я 3 раза намотку сделала, она уже из плетения уходит. Видите, я ее просто фиксирую на самом обруче следующей веревочкой. Вот у меня немножко плетение тут ушло вправо, поэтому у меня натяжение на этой стадии пошло не очень равномерно. Такое бывает, ничего страшного. На сам внешний вид обруча уже в готовом виде оно не повлияет. Просто тут маленько все люди живые, немножко ошибаются. Ничего страшного. Главное, не надо бояться делать. Все получится в конечном итоге хорошо. С этой стороны я так же все еще продолжаю плести. Без намоток. Без убирания веревок. Видите, уже вот этот ряд, последний ряд плетения, уже так достаточно натянутый получается. Меньше, чем когда мы плетем на 4 когда мы узлы делаем из 4 рабочих ниток, а не из 2, как здесь. Но тоже уже надо маленько регулировать ширину ячеек, поднатягивать веревки. Потом, когда уже внизу мы будем фиксировать окончательно веревки, все расправится. Вот видите, я проверяю, близко ли уже получаются узлы. Если я вот сделаю сейчас еще один узел, то у меня уже натяжение не получится. Поэтому я уже к обручу привязываю 2 предыдущих веревки. У меня уже из плетения с этой стороны ушло 2 веревки. Которые на обруче, их тоже маленько так поддергивать, расправлять. Продолжаю плетение. Видите, я как проверяю силу натяжения, нормально будут ромбики расправляться или нет. То есть я понимаю, что да, сейчас я одну веревку тоже убираю из плетения с этой стороны, чтобы сетка равномерно натягивалась. Сначала проплетаю ряд.
Все, у меня пошли ряды на убавление. То есть через ряд у меня будут уходить веревки сплетения по краям. Вот когда вы плетете изделие, и вы понимаете, что вам бахрома внизу не нужна, вот таким вот образом по обручу мы фиксируем лишние веревочки, которые уходят из плетения. А если у вас бахрома планируется, то их не надо вот так вот подгибать к обручу. Просто оставлять, чтобы они висели. Потом уже в бахрому уберете. Это я просто показываю вариант, как без бахромы. Здесь я уже поставила стульчик. Здесь уже внизу удобнее плести сидя. Ну и, соответственно, камеру переставила. Видите, с каждым рядом все меньше и меньше у меня получается средних узелков посередине.
Это называется убавление рядов. Я вам специально не говорю, на каком ряде у меня началось убавление. У вас может получиться совершенно другое количество рядов. Тут главное, надо понять принцип. Когда их начинать надо убавлять? Когда узелки, крайние самые, настолько близко подходят к обручу, что просто уже не дадут натянуть сетку. Тогда все, веревочка убирается из плетения крайнее. А чтобы ее убрать, ее надо зафиксировать на самом обруче следующими рядами. Так, вот здесь уже будет у меня сейчас нижний ряд. Сейчас я уже здесь начну скоро убирать все веревки. Уже капитально фиксировать. Натягиваем как можно сильнее. Так. Так, все. Теперь у меня уже остается последний, финальная намотка на обруч. Под этот последний узел мне надо спрятать все веревки, зафиксировать все вот эти вот боковые, с боков, которые дошли до последнего узла. Лишние обрезаю. Лишними являются те веревочки, которые были хотя бы 2 раза уже зафиксированы на обруче 2 рядами. Вот они считаются уже лишними, их уже можно обрезать. 2 раза зафиксировала 2 рядами, обрезаю и подпаливаю краешки, чтобы не распускались. Слишком толстый край, чтобы не получился. Лишний надо убирать. Обычная изолента. Лучше моточки небольшие брать, потому что большие не пролезут в ячейки, когда обматываешь. Сейчас я просто временно пока фиксирую. Это для того, чтобы
хорошенько натянуть последний узел и не придерживать руками вот эти вот веревки. Так, вот, видите, последний узелок я сделала. Делаю еще по одному виточку фиксирующему, просто так на всякий случай. Еще одним узелочком таким вот тоже фиксирую, чтобы при активном использовании этого гамачка, чтобы узлы не распустились. Обрезаю не под самый корень. Подпаливаю. Не обжечься, горячие краешки. Убираю все вот эти обрезанные веревочки, обматываю я даже не для того, чтобы зафиксировать, хотя в принципе тоже фиксируется. Самое главное вот этой вот функция вот этой вот одномотки сейчас вот на этой стадии выровнять край, потому что здесь получается уже многовато веревок последних край. Когда буду обматывать, чтобы обрезанные веревочки не вылезли и край не сильно был толстым, я его вот так вот выравниваю этой изолентой. Таким образом я пройдусь, где вот есть обрезанные кончики. Вот этого можно не делать, но я думаю, что лучше сделать. Изделие будет смотреться аккуратней на выходе. Вот в этих местах я тоже сделаю, потому что тут тоже есть обрезанные веревки.
Так, все, основание у меня готово. Сейчас я просто распределила веревки в нужном мне порядке, чтобы основание висело горизонтально полу. Несколько витков дополнительных сделала. Как фиксировать я тоже уже показывала в своих видео. Сейчас я просто покажу вам, как я убираю тоже вот эти вот веревки финальные. Обрезаю на каком-то расстоянии и приматываю. Прежде чем вот так вот фиксировать капитально уже кончики от строп, сначала убедитесь, что у вас все устраивает и в длине изделия, и в расположении самого обруча, что он висит ровно, что стропы на равном расстоянии друг от друга сделаны. Потому что после того, как вы уже обрежете, длину изменить вы уже не сможете. Поэтому сначала убедитесь, что все вас устраивает. Обмоткой мы еще раз зафиксируем все вот эти вот примотанные, обрезанные веревочки. Чтобы при использовании гамака никуда ничего не делать. Вот смотрите, единой длинной ниткой обматывать обруч не получится, потому что веревка получится слишком длинная, будет путаться. Поэтому волей-неволей приходится стыковать периодически. Вот обратите внимание, я взяла кончик от веревочки, которая у меня уже закончилась, и кончик новой веревочки, которую я положила рядышком, примотала. Начинать оплетку тоже так же. Берете веревочку, сначала кончик приматываете, потом уже ее сначала фиксирующий узелок вот такой вот делаю, под веревку засовываю. Вот. Потом несколько витков делаю простых. Рядочками плотно укладываю, заполняю все пространство, чтобы обруч не проглядывал. Вот обратите внимание, вот это вот фиксирующий, делаю еще узелочек. Простые, они просто укладываются виток к витку, а фиксирующий, он под намотку.
чтобы если где-то у вас что-то повредится поверхности, чтобы весь обруч не размотался. При неаккуратном использовании, при обрезании, мало ли дети похулиганят, что-нибудь подрежут. Взрослые решат покурить на этом обруче, спалят. Поэтому лучше делать фиксирующие, периодически фиксирующие узелочки. Вот фиксирующий. Видите? Он фиксируется самой намоткой. Фиксирующий узелочек делать в произвольном порядке. Можно. Я обычно, вот когда просто обруч обматываю, я делаю 10 витков простых и один фиксирующий. Здесь так не получится. Здесь на каком-то расстоянии, видите, уже есть веревки. И тут надо делать, просто заполнять, смотреть и периодически фиксировать. Вот видите, я сделала фиксирующий узелок в начале промежутка пустого. Затягивайте хорошенько. И вот видите, у меня тоже опять веревочка закончилась. Я опять сделала фиксирующий узелок. И дальше продолжаю плетение. Вот что у меня получилось. Можно отправлять, паковать и отправлять заказчику. Видите, когда на одной петле, они такие мобильные получаются. На них можно и крутиться, дети любят, и качаться. Мне самой очень нравится это изделие. И моим друзьям, у кого есть такие уже гамаки.